Друзья, здравствуйте. Очень много запросов было по поводу Фиделя Кастро и Кубы. Давайте поговорим, сделаем выпуск и так далее. И вот, собственно, следуя пожеланиям зрителей, я сегодня делаю такой выпуск. Ну, казалось бы, все уже очень просто, да? Фидель Кастро, романтический борец за независимость Кубы, революционер, очень харизматичный политик, который вот не дал американцам захватить Кубу, всегда был другом Советского Союза. И вот, вы знаете, я начал разбираться в этой истории. И, честно говоря, там вообще все совершенно не так гладко, как мы привыкли об этом думать. И не всегда Кастро был революционером. И, в общем, в разное время на Кубе могли победить совершенно разные политики. И Кастро со временем менялся. В общем, Куба — это удивительное место, место сложное, как и вся Латинская Америка. Мы, кстати, на территорию Латинской Америки еще не заходили. И если не считать ацтеков и майя. И вот Куба — это будет фактически наш дебют в этом регионе. В общем, давайте вместе разбираться, что такое Куба и как Фидель Кастро пришел к власти и так долго эту власть удерживал, и почему до сих пор коммунистический режим остается на Кубе. Давайте начинать. Куба — редкий для Латинской Америки случай. Вместе с Пуэрто-Рико это фактически единственная часть региона, которая не получила независимость в эпоху войн за независимость, которые были в начале 19 века. В испанских бумагах годами и столетиями проходила формула «Всегда верный остров Куба» «Siempre fiel Isla de Cuba». И действительно, весь 19 век на Кубе сохраняется испанское колониальное господство. Там, конечно, была десятилетняя война за независимость в конце 19 века. Кубинцы тогда потерпели поражение, но силы, которые хотели независимости Кубы, они, конечно, никуда не делись. Они оставались на Кубе, но упирались в кубинскую реальность. Куба – монопроизводитель сахара. Сахарный тростник растет на специфических кубинских землях очень-очень хорошо. Но это культура плантации. Что это значит? Нужна рабочая сила. Кто такая рабочая сила? Кто это такие в 19 веке? Это рабы. И Куба – одна из тех территорий, где рабство отменили позже всего, наряду с Бразилией. Это конец 19 века. В результате все эти крупные помещики, латифундисты, рабовладельцы, верхушка плантационного хозяйства стояла за сохранение рабства именно в рамках испанской колониальной системы. Им это было выгодно. Рабская форма экономики – это их маржа. И вот патриоты, которые хотели независимости, раскололись. Одна группа — аннексионисты, их так и называли, те, кто хотели присоединиться к Соединенным Штатам Америки, то есть буквально стать очередным штатом в составе США. Они не видели внутренних сил, на которые можно было бы опереться, чтобы испанское колониальное владычество скинуть. И что характерно, аннексионисты в значительной степени представляли тех же самых рабовладельцев. То есть они буквально хотели встретиться и обняться с южными рабовладельческими штатами Америки. Это тот политический мир, где их социальный и экономический порядок был естественным. Была другая партия – патриоты, которые выступали и против испанцев, и против американцев. Важно понимать, что аннексионисты на Кубе – это не какие-то там маргиналы, предатели, их потом будет национальный миф такими рисовать. Это такие вполне рациональные, холодные политики, и позиция их выросла из экономической и социальной структуры острова. Для значительной части кубинской элиты середины 19 века независимость — это не путь к свободе. Это вообще какой-то путь к хаосу. Они посмотрели на Гаити. Что там произошло? Революция, резня, крах экономики. Дальше Латинская Америка, череда гражданских войн, каудилья, нестабильность, постоянно эти перевороты. И вот рядом Соединенные Штаты Америки, особенно южные штаты, до гражданской войны. Стабильный рынок, куча денег, рабовладельческий порядок, понятная для них правовая система, гарантии собственности. Для плантаторов и торговой элиты это выглядело не как утрата суверенитета, а как страховой полис. То есть логика простая была. Куба не может быть полностью самостоятельной. Но тогда, значит, лучше быть частью сильного государства Америки, чем периферией умирающей Испании. Или вообще полем для эксперимента всяческих там революционеров. При этом в их представлении аннексия вовсе не означала какое-то там уничтожение кубинской идентичности. Они считали, что Куба может войти в США примерно так же, как Техас или Луизиана. То есть сохранение элит, сохранение собственности, локальной специфики. И еще один важный момент, который многие упускают.
До гражданской войны в США баланс между севером и югом был хрупким, и каждый новый штат был политическим вопросом. Куба в аннексионистских проектах рассматривался именно как будущий рабовладельческий штат, который бы усилил юг. Поэтому аннексия поддерживалась не только на Кубе, но и в Вашингтоне, прежде всего южными элитами. Отсюда регулярные разговоры в американской политике XIX века о том, что Куба неизбежно будет присоединена к Америке. После отмены рабства в США и поражения Юга логика эта дала трещину. Потеряна социальная база аннексионизма. Но он полностью, конечно, не исчез. Он трансформировался из проекта «Войти в рабовладельческую Америку» в проект «Войти в экономическую орбиту США». И именно из этого уже пострабовладельческого аннексионизма вырастает та зависимость начала 20 века, которая формально оформится через поправку Плата. Наглядный пример. История Нарцисса Лопеса. Сегодня за пределами Кубы вообще никто о нем не знает, но в середине 19 века это ключевая фигура. Венесуэлец по происхождению, испанский офицер, служил короне, а затем стал одним из главных организаторов попыток освободить Кубу через присоединение к США. Лопес, конечно, никаким романтическим революционером в духе Марти не был. Это предельно прагматичный мужик. Знаешь, что он исходил из того, что Испанская империя слабеет, Куба – ценный фрукт, просто так ее никто не отпустит. Нужен внешний рычаг. И этим рычагом должны стать Соединенные Штаты. Причем какие-то не абстрактные США, а конкретные южные элиты и военные круги. И в 1840-50 Лопес организует серию вооруженных экспедиций с территории США. Классика. Тогда это называют флибустьерством. Полулегальные, а иногда откровенно пиратские авантюры, которые формально Вашингтоном не санкционировались, но фактически деньги, люди, все это пользовалось поддержкой Юга. Добровольцы, оружие, логистика. Собиралось все это в США, особенно в Новом Орлеане. Понятно, что в этом городе были отношения аннексионистские очень сильны. И вот такая логика. Значит, высаживаемся на Кубе, поднимаем восстание плантаторов и городских элит, провозглашаем независимость, затем быстренько отправляем запрос о присоединении к Соединенным Штатам, но не как колонии, а как штаты. Именно поэтому флаг, под которым действовал Лопес, тот самый флаг, обратите внимание, с одной звездой, который сегодня является государственным флагом Кубы. Вот тогда в эмигрантской среде его часто понимали не как символ независимости, а как будущий звездный статус в составе США. Любой бизнес строится на планировании, и стратегия всегда должна предусматривать разные варианты развития событий. И даже в случае, если вы ведете внешнеэкономическую деятельность, можно прогнозировать бюджет с помощью уникального продукта – вексель А7. Вексель А7 – это ценная бумага, с помощью которой можно зафиксировать текущий курс валюты для платежей за рубеж в будущем. То есть фактически с помощью векселя вы можете конвертировать средства по курсу ЦБ, действующему на момент покупки, и воспользоваться ими позже. Кроме того, со следующего дня после оформления векселя вы будете получать 10% годовых в юанях, долларах США, евро или дирхамах. Срок действия от 14 дней. Одно из главных преимуществ векселя в том, что он не зависит напрямую от классической банковской системы, а значит не подвержен инфраструктурным и геополитическим рискам. Платформа международных платежей А7 от системообразующего банка ПСБ оказывает услуги всем отраслям бизнеса в РФ. В прошлом году организации был присвоен рейтинг ACRA AA, что подтверждает ее надежность. Приобрести вексель могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Для этого можно обратиться в офис А7 Финансы ПСБ в Москве, в любое региональное отделение А7 или оформить его дистанционно. Ссылка с подробностями уже ждет вас в описании. Переходите прямо сейчас. Экспедиция Лопеса провалилась. В 1851 году он был схвачен испанцами и казнен в Гаване. Но возможность заговора осталась. Она показала, что аннексионизм — это не абстрактная идея, а это реальный политический проект с оружием, людьми, деньгами и собственным символом, с флагом. Более того, реакция США была показательной. Официально Вашингтон сказал: это вообще не наши какие-то люди, мы их не знаем.
но общественное мнение на юге воспринимало Лопеса как героя. В американской прессе его казнь вызвала волну сочувствия и возмущения. Не потому, что он боролся за свободу, а потому, что он боролся за правильную Кубу. И провал заговора Лопеса стал важным уроком. Кубинская элита увидела пределы аннексионистской стратегии. То есть США готовы поддержать ровно до того момента, пока все идет хорошо. Как только грозит международный конфликт, они отскакивают. Испания ждала понять, что мы будем держать Кубу до последнего. И именно на этом фоне постепенно созревает другая линия, которая уже не ищет старшего брата, а пытается выстроить собственный национальный проект, пусть и ценой долгой и кровавой борьбы. Конец 19 века. На сцену выходит национальный герой Кубы. Человек, которого любой турист теперь увидит повсюду. Портреты, бюсты, улицы называют его именем. Хосе Марти. Поэт, мыслитель, революционер. Он основывает партию, которая борется за национальную независимость и запускает войну, которая перерастает в испано-американскую. Кубинские историки часто называют ее испано-американо-кубинской, подчеркивая, что там не было двух сторон, там было три актора. В советской историографии Ленин, да и не только Ленин, называли ее одной из первых войн эпохи империализма. Передел мира между державами, где США сжирают слабую Испанию и хотят прихватить Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. По итогам Парижского договора Америка действительно оставляет себе Филиппины. Пуэрто-Рико становится особой территорией. Это не штат, но управляется США. С Кубой происходит другое. Куба большая страна. Это мы привыкли, там, типа островок какой-то. А островок с востока на запад порядка 1250 километров. Это как от Москвы до Архангельска, ну, по ощущениям. И главное, это страна с очень сильным патриотическим и антиамериканским настроем населения. Страна, которая все-таки добилась независимости не как побочный продукт американской интервенции, а как результат собственной борьбы. Американцы после поражения Испании оккупируют Кубу и ставят условия. Мы уйдем, только если Кубинский конгресс признает поправку Платта. Что это такое? Сенатор Платт предлагает поправку, которая закрепляет право Соединенных Штатов вмешиваться, в том числе военным образом, во внутренние дела Кубы, когда США сочтут это нужным, то есть всегда. И американцы требуют, чтобы Куба включила эту логику в собственные кубинские правовые основы. Кубинцы под давлением прописывают это все в своей конституции. С этого момента начинается то, что часто называют псевдореспубликой. Формально независимость, но по сути, полуколония США. Американцы заходят не только инвестициями, заводы строят, электростанции, банки. Самое главное, они выкупают землю. И постепенно огромная доля всех этих сахарных земель, где растет тростник, оказывается в руках американцев. Экономика, финансы, собственность, естественно, все это быстро становится под американский контроль. Параллельно США благословляют разные режимы. И вот эти все демократические марионетки в начале 20 века, потом откровенные диктатуры, 20-е годы, например, диктатура Мачадо, которого вообще на секундочку называли Карибским Муссолини. Там, если верить образам эпохи, доходило до страшных легенд, вроде того, что людей просто скармливали акулам. Это даже не столько факт, сколько типичная картина, типичная латиноамериканская диктатура, методы террора, устрашения, повсеместная коррупция. Но на Кубе очень сильно и очень рано появляется своя коммунистическая партия, сразу после 1917 года. В отличие от многих стран региона, у кубинских коммунистов очень сильные позиции в профсоюзах. Реальное влияние, социалистически ориентированные студенты и студенческий директорат. Дальше, в 30-х, широкий блок левых и революционно-демократических сил участвует в революции против режима Мачадо. Два любопытных факта. В 30-е на фоне революции 1933 года и вообще общей турбулентности на Кубе действительно появляется и оформляется организованный троцкистский сегмент. Прежде всего, вокруг партида большевик-лениниста, партия большевиков-ленинцев, выросший из конфликтов внутри левого движения и, в общем-то, разочарования части радикалов в линии официальных коммунистов. И это, конечно, не была какая-то массовая сила уровня Компартии, но она была очень шумной и заметной. У троцкистов свои газеты, кружки, у них большая питательная среда среди рабочих активистов, студенческой радикальной молодежи. И они все время играют на опережение. То есть они что требуют? Более жесткий антидиктаторский курс,
никаких легальных комбинаций, свержения режима. В кубинской политике той эпохи это был важный симптом. Левое поле не монолитно, это набор сильных конкурирующих революционных партий, каждая из которых говорит, что она настоящая, а другие либо оппортунисты, либо подкупленные правительством авантюристы. И вот тут на сцену выходит Фульхенсио Батиста. Друзья, очень короткое объявление. Поскольку за 3 месяца до мероприятия, до 30 мая, проданы все билеты на открытый урок истории, мы попросили у Театра на Цветном еще одну дату. 28 мая мы проведем еще один открытый урок. Будут сделаны 2 записи. Первая – это история Аугуста Пиночета, и вторая – реальная история Джеймса Бонда. Ссылка на билеты в описании, ну а мы обратно к теме выпуска. Батиста опирается на молодое офицерство, на низы армии. Он делает переворот и становится диктатором. И он определяет кубинскую историю, простите, до 1959 года. Батиста – человек с очень гибким позвоночником. Во время Второй мировой войны Куба объявляет войну Германии. Утверждается, что даже потопили немецкую подлодку. Некоторые исследователи подтверждают гибель лодки Ю-176 в мае 1943 от глубинных бомб кубинского патрульного катера. Куба входит в ООН как союзник. На Кубе Батиста даже вводит коммунистов в правительстве, потому что в США Рузвельт, повестка другая, и нужно держать левый фланг. Он дико популярный демагог. И еще один штришок. Батиста – мулат. В 30-е и 40-е на фоне российских предрассудков и на Кубе, и в Америке мулат-президент – это вообще что такое? Такого не было. Потом начинается холодная война. Батиста чует, откуда ветер дует, и заворачивает гайки. В 40-х была попытка вернуться к демократическому правлению. В 1952 году Батиста снова делает переворот, отменяет демократические гарантии, выключает Конституцию и устанавливает старую, добрую, привычную для региона латиноамериканскую диктатуру. Ну, еще чуть-чуть мафиозных денег. Посмотрите наш выпуск про американскую мафию. Американцы очень много денег, американские мафиози, инвестировали в кубинские казино и гостиницы. Батиста все рассчитал очень точно. Он понимал, что без поддержки Америки не удержится. И американцы этот переворот поддержали, потому что Вашингтон делал ставку на военных. И так было по всей Латинской Америке. Пусть эти военные запретят Компартию, зачистят всех леваков и наведут порядок. В начале 50-х эта логика работала везде. Чтобы почувствовать температуру кубинской политики, есть эпизод, но это прям чистый боевик. Значит, Фидель Кастро в те годы молодой адвокат, член партии ортодоксов. Это социалисты, внимание, подчеркиваю, без советской модели, но с антиимпериализмом и антиамериканизмом. Их лидер Эдуардо Чибас. И вот Чибас во время радиовыступления, чтобы доказать, что я правду говорю, стреляет и умирает. В логике Кубы это не безумие, это политический жест. Вот цена моих слов, пацаны. И здесь важно понять, вообще, каким Фидель был до революции. Потому что задним числом его часто рисуют коммунист с юности, чистый романтик. И то, и другой миф. Ранний Фидель Кастро – это продукт очень специфической кубинской среды конца 40-х, начала 50-х. Он не нищеброд, семья его зажиточная, отец латифундист. Фидель получает отличное образование, учится у иезуитов, потом юридический факультет. У него логика не марксиста, а адвоката. Он мыслит категориями несправедливости, закона и нарушенного общественного договора между государством и гражданином. Его ранняя политическая речь – это не язык какой-то там классовой борьбы, это язык национального достоинства и попранного закона. Партия ортодоксов, к которой он примыкает, это вообще ключ к пониманию того, что было на Кубе. Не коммунисты, не либералы. Это радикальные националисты. Социалисты, но без советской модели. Люди, для которых главное зло – это коррупция. Коррупцию поддерживают американцы, мы от американцев зависим, республика деградирует. Их лозунг – мораль в политике. И Чибас с его самоубийством становится для молодежи символом абсолютной политической честности. И для Фиделя это, конечно, не эпизод, это точка сборки. Политика как дело чести, а не как компромисс. При этом Фидель не кабинетный какой-то интеллектуал. Он очень рано оказывается на улице, в уличной политике. Студенческие столкновения, насилие, оружие.
Вообще, Куба конца 40-х – это страна, где политические убийства и перестрелки – это не экзотика, это просто часть ландшафта. И вот Фидель формируется как человек, для которого насилие – привычный инструмент, но только если оно оправдано морально. Важный момент – он никогда не будет воспринимать себя как террориста. Он всегда будет воспринимать себя как человека, который, пусть и силовыми методами, но устанавливает справедливость. Еще один момент. В этот период Фидель не имеет четкой внешнеполитической ориентации. Он антиамериканец, да, но он, конечно, не просоветский. Советский Союз в 50-х для него какая-то далекая абстракция. Его антиимпериализм чисто латиноамериканский. Он как Боливар. Он никакой, конечно, не Троцкий и не Ленин. Это важно. Потому что именно отсюда потом вырастут все его конфликты с ортодоксальными коммунистами. Друзья, на улице стремительно теплеет, и скоро в магазинах и на маркетплейсах появится новый номер чтива, с обложки которого мы прямо призываем вас отправиться в отпуск. Номер этот полностью посвящен путешествиям. Главным героем этого выпуска стал Гарик Харламов. Мы поговорили с ним о том, как самый ленивый человек в российском шоу-бизнесе объехал с концертами весь мир. Внутри номера большой материал, который расскажет, как набраться впечатлений, не покидая Россию. Мы подготовили гид по невероятным местам, которые часто остаются за страницами популярных путеводителей. Там северное сияние, окаменевшие великаны и памятник, который открывал российский император. Кроме того, мы выяснили, какие удивительные твари жили на краю Земли, по мнению древних путешественников. Мы вспомнили, каким был золотой век дирижаблей и почему он продлился так недолго. И даже переложили на карту путешествия литературных героев от Одиссея до монаха из китайского эпоса «Путешествие на Запад». Друзья, ссылку на предзаказ нового номера оставил в описании, ну а мы, собственно, возвращаемся к выпуску. Для Фиделя переворот Батисты 1952 года – это юридическая катастрофа. Он пытается действовать как адвокат, подает иски, там что-то про Конституцию говорит, про процедуры, и очень быстро понимает, что правового поля больше нет. И в этот момент у Фиделя происходит перелом. Значит, если закон больше не работает у нас на Кубе, остается сила. И последующий штурм казарм – это не вспышка безумия, это тоже холодный расчет. Режим нелегитимен, знаешь, его надо свергать. И здесь еще одна черта раннего Фиделя. Он ни в какие полумеры не верит. Нет никакой долгой парламентской борьбы, какого-то постепенного созревания масс. Это все его отличает от умеренной оппозиции. Он четко понимает, что надо действовать, а не балаболить. Что героический жест способен разбудить общество. И в этом смысле Монкада — это не столько военный план, сколько, конечно, политический спектакль, чтобы эффект показать. Поражение не ломает Фиделя, оно его, наоборот, усиливает. Суд после неудачного штурма казарм превращается для него в продолжение политики. И он говорит знаменитую речь: «История меня оправдает». Это не какой-то там коммунистический манифест. Это буквально прямо обвинение режиму Батисты от лица нации. Там никакого марксизма нет, никаких там нет апелляций к суверенитету, соцсправедливости. Фидель говорит простым языком, который понятен студенту, крестьянину, городскому среднему классу. И именно в этот момент он окончательно выходит за рамки привычной оппозиции. Теперь Фидель Кастро – это не просто адвокат или партийный активист. Это фигура, которая претендует не просто на реформу системы, а просто на ее обнуление. Дальше тюрьма, иммиграция, партизанщина – это все будет развитием логики Фиделя. На фоне переворота Батисты возникает молодежный ответ. Тот самый штурм казарм Монкада 26 июля 1953 года. Это потом станет символом, праздником. Даже карнавал, святое дело для Латинской Америки, карнавал на Кубе после революции переносится на 26 июля. Революционный карнавал вместо религиозного. Значит, группа штурмующих, студенты, выходцы из нормальных, обеспеченных семей. У них чувство национального унижения. Но вообще, надо сказать, да, это важно, американский дискурс в тот момент откровенно хамский. Значит, сенаторы американские говорят, что Куба — это часть Америки. Почему? Внимание. Песок реки Миссисипи осел и образовал остров. Ну, это, конечно, звучит как анекдот, но как унижение это работает идеально. Студенты рассчитывают: захватим Монкадо в Сантьяго-де-Куба, это вторая столица, разбудим массы, часть армии перейдет к нам, ну и сделаем революцию.
Но просчитались. Казармы взяли, много людей погибло, Фиделя посадили в тюрьму на острове Пинос, нынче это остров молодежи. Суд, дальше знаменитая речь «История меня оправдает», Фидель самый популярный человек страны. Речь его национальный манифест, просто манифест национального достоинства. Демократия, антиимпериализм. После амнистии, в 1955 году произошла амнистия, он уезжает в эмиграцию. И там рождается у него в Мексике план дальнейшей борьбы. Какой план? Малые силы, большой замах. 30 человек начинают вооруженную борьбу. Высаживаются на востоке Сьерра-Маэстро. Почему восток? Фидель оттуда родом. Все кубинские войны за независимость начинались на востоке. Гавана традиционно холодный и равнодушный к революции город. Фидель пытается договориться с Компартией, Народно-социалистическая партия. Рауль, его брат, член этой партии. Коммунисты говорят, масса должны созреть, это авантюра. Рабочий класс в Гаване, а вы почему-то в горах высадились. В общем, отношения Фиделя с коммунистами в этот период сложные, нервные. Ну и, в общем, как и вся кубинская левая политика. Народно-социалистическая партия старейшая и наиболее организованная левая сила на острове. Партия такого коминтерновского типа. Дисциплина, профсоюзы, рабочий класс, легальные формы борьбы и очень осторожное отношение ко всяким бунтам. Фидель для них выглядит подозрительно. Он не марксист, он не говорит с нами на языке коммунистов, он не ссылается на вот все эти объективные законы истории. Ну и вообще он не вписывается в их представление о правильной революционной стратегии. То есть для коммунистов он кто такой? Радикальный националист, авантюрист, а идея его вообще высадиться там с 30 человеками в горы, ну это самоубийство. Это просто самоубийство, которое потом приведет к репрессиям, разгонит профсоюзы, разгонит легальные организации, то есть нас, коммунистов. Важно и другое. У коммунистов был свежий опыт сотрудничества с тираном Батистой. В 40-е годы он их включал в правительство, он разрешал деятельность их партии, вероятно, деньги там вместе какие-то зарабатывали. И, в общем, этот опыт приучил их мыслить в логике того, что зачем бороться с диктатором, когда можно вместе работать. Все эти рассказы про вызревание классовой борьбы, это, конечно, только рассказы. Фидель считал, что компромисс с Батистой – это моральная капитуляция. И возникал конфликт, он причем был не тактический, а ценностный. Рауль Кастро, в отличие от своего брата Фиделя, был ближе к коммунистам, он лучше понимал их язык, и он часто выступал посредником. Но, конечно, недоверие это не снимало. Для коммунистов Фидель – это непредсказуемый, самостоятельный, неподконтрольный человек. Для Фиделя коммунисты – это осторожные деды, которые застряли в этой своей профсоюзной рутине. Ничего делать они не хотят, еще и, значит, с Батистой какие-то там шуры-мур разводят. Поэтому до 1959 года никакого союза между ними не существует. Были взаимодействия, контакты, переговоры, но никакого единства не было. Более того, в первые годы партизанской войны коммунисты очень часто дистанцировались от Фиделя, считали Фиделя не то что не главным, а вообще второстепенным по сравнению с самими собой. И разрыв этот сыграет важную роль, но о ней я расскажу позже. Победа революции будет означать не торжество этой старой компартии, а победу силы, которая пришла извне привычно всех этих левых институтов. Поэтому после 1959 года коммунистам придется не возглавлять революцию, а встраиваться в нее, но только на условиях Фиделя. Коммунисты Фиделю говорят, значит, авантюра, рабочий класс в Гаване, вы в горах, ничего у вас не получится. Но группа собирается. К ней присоединяется Че Гевара. У нас был большой выпуск о Че Геваре, но очень коротко. Аргентинец, врач, который приходит как врач и как боец. Покупают яхту «Гранма», сейчас она стоит в музее революции возле бывшего дворца Батисты. В 1956 году высаживаются на востоке Кубы и понеслась партизанская война. Оружие добывают у полиции и у войск. К концу 1958 года восток острова под контролем повстанцев. Дальше начинается поход на Гавану. Армия Батисты деморализована. Единственный танк у них застрял, бронепоезд у них отбирают. Войска привыкли бить крестьян и рабочих. А когда начинается война, все разваливается. Они бегут, бросают оружие, а часть командиров вообще переходит к Фиделю. В декабре 1958 года американский посол встречается с Батистой. Батиста спокоен, пьет виски, курит сигары. Все хорошо, все под контролем. Через 12 часов Батиста бежит. Самолет берет курс на Майами.
Но после сообщения пилота, что мы вне кубинских территориальных вод, Батиста говорит: давай-ка развернемся и полетим в Доминикану, к Трухильо. Он понимает, что в Майами тоже теперь опасно, могут грохнуть. А в Гавану входят Барбудос, бородатые, молодые 30-летние мужики. И происходит важная сцена. Гавана, которую считали равнодушной, холодной, которая вообще ни в чем никогда не участвует, выходит вся на улицы. Миллионы людей. На первом этапе никакого социализма в публичной повестке нет. Сначала власть выглядит умеренно. Президент Урутия – это такой либеральный антибатистовец, ни рыба, ни мясо. Линия – вернуть демократию без потрясений. Фидель становится министром обороны, потом становится премьер-министром, потом президентом становится Дортикос, и тут начинается резкий поворот влево. У поворота два символа – аграрная реформа и экспроприация американской собственности. Крупная промышленность, которая тоже во многом американская, все это национализируется. Американцы в ответ прекращают покупать сахар и перекрывают поставки нефти. Куба понимает: тупик. Нужно топливо, оружие, рынок и нужны гарантии безопасности. И вот так появляется альянс с Советским Союзом. Советский Союз покупает кубинский сахар, по сути, в убыток, себе в убыток, и поставляет нефть. Это становится сигналом для США. Разрыв. Американцы готовят силовое решение. Альянс Кубы и Советского Союза — это решение было во многом вынужденное для Фиделя, потому что никто больше, говоря по-русски, крышевать его в регионе, кроме Советского Союза, не мог. И вот таким образом он становится немножечко коммунистом. Потом еще немножечко, ну и потом будет совсем коммунистом. Знаешь, американцы по поводу того, что надо демократично, конечно, все решать. Американцы понимают, что никаких демократичных решений быть не может, и готовят операцию. Ну, они сами, конечно, вторгаться не хотели бы, потому что все-таки свою армию посылать на Кубу — это международный конфликт. Надо подготовить местных, то есть иммигрантов, которые убежали с Кубы. Давайте мы их вооружим и отправим сделать то же самое, что Фидель Кастро сделал с режимом Батисты. И вот так начинается операция в заливе свиней. Высадка на Плайя-Херон. Высаживаются бывшие батистовцы. План — создать плацдарм, объявить альтернативное правительство. А альтернативное правительство говорит: американские войска, придите, спасите нас, пожалуйста. Бои идут 72 часа. Высадку громят, берут много пленных. И Фидель превращает это все в унизительный обмен. Деньги нам от вас, американцев, не нужны. Дайте трактора, то, что нужно стране. Чтобы понять масштаб события, важно избавиться от этого упрощенного образа. Неудачная авантюра ЦРУ. Для Кубы Плайя-Херон — это не просто высадка, которую они отразили. Это момент, когда революция сталкивается с прямой попыткой ее физического уничтожения. Причем по всем канонам холодной войны. План вторжения был продуман не как рейд, а как политико-военная операция. Высадка должна была создать параллельное правительство, временное правительство Кубы, которое обратилась бы к американцам. И после этого американская интервенция получила бы формальное прикрытие. С точки зрения международного права это выглядело бы уже не как агрессия, а как поддержка законных властей, которые приплыли почему-то из Майами. А расчет строился на нескольких предпосылках. Во-первых, предполагалось, что кубинское население Фиделя не поддерживает и при первом серьезном ударе либо останется нейтральным, либо вообще перейдет на сторону тех, кто высадился. Во-вторых, считалось, что кубинская армия и ополчение воевать не умеют, все рассыпется. И, наконец, был негласный расчет на то, что в критический момент американцы все-таки будут вынуждены вмешаться напрямую, если операция начнет срываться. Обсчитались, но где? Ничего из этого не сработало. Высадка происходит в крайне неудачном месте. Болото. Ограниченные пути отхода, сложнейшая логистика. Кубинские силы отвечают жесточайше. Фидель лично прибыл в район боев, что, конечно, имело огромное психологическое значение. Армия и ополчение, увидев Фиделя, не дрогнули, а наоборот. Они начали действовать с ощущением, что защищают страну от американского вторжения. И это был принципиально важный момент. Конфликт мгновенно перестал быть внутренним. Иммигранты против тех, кто сверг Батисту. Нет. За 3 суток операция разгромлена, и это была вооруженная попытка свержения правительства
при поддержке США. И попытка эта потерпела очевидное и публичное поражение. Для Вашингтона это, конечно, был унизительный удар по престижу. Для Гаваны – доказательство собственной жизнеспособности. Но еще важнее были политические последствия. После Плая Хирон у Фиделя исчезла последняя иллюзия о том, что с американцами можно договориться. До этого момента теоретически это все сохранялось. Куба сможет существовать как независимое, но не враждебное США государство. После Плая Хирон стало ясно. Вопрос стоит не о курсе, а о выживании режима Фиделя Кастро. Именно после Хирона революция окончательно радикализируется. Социализм перестает быть просто одним из возможных каких-то там вариантов развития. Это инструмент обороны. Объявление социалистического характера революции происходит не в каком-то там абстрактном идеологическом пространстве. Это ответ на прямую угрозу уничтожения. То есть высадка на Плая Хирон – это точка, после которой движение назад невозможно. Есть еще один часто недооцениваемый эффект. Победа над высадкой резко повышает авторитет Фиделя Кастро. Он превращается не просто в лидера революции. Это теперь чувак, который смог защитить Кубу от вторжения сверхдержавы. И вот после этого слово Фиделя внутри революционного лагеря приобретает абсолютный вес. Остаются споры, фракции существуют, но центр принятия решений становится только один. И, конечно, после Хирон Кубу воспринимают в мире по-другому. Для стран третьего мира это сигнал. Маленькое государство может сопротивляться американцам. Для Советского Союза это доказательство, что союзник-то не рухнет при первом давлении. А для Америки это напоминание, что Карибы – это больше не их задний двор, где все решается автоматически за 25 тысяч долларов. После победы над американцами компромисса больше не будет. Дальше Карибский кризис, у нас есть об этом выпуск, блокада. Для Кубы это опыт, когда судьбу острова решают сверхдержавы. У нас есть выпуск про Карибский кризис, там все более подробно я рассказываю, но если очень коротко, Фидель считал, что он себя, свой народ и свой остров бросил на алтарь борьбы с американцами, а Советский Союз в какой-то момент дал заднюю и отскочил. И вот так две сверхдержавы решили судьбу острова без Фиделя. Фидель, конечно, обиделся. Но вместе с тем он, конечно, увидел другое, что советская помощь – это не символика. Это вполне осязаемое оружие, нефть, продукты, медикаменты. И именно это позволяет Кубе выжить в условиях американской блокады. И здесь важно поставить акцент, который как раз очень часто теряется в нашей сухой версии. Союз с Советским Союзом не означал, что Куба стала вторым СССР в тропиках. Отношения Фиделя и Москвы складывались не через партийную социализацию, а через личный опыт, через прямые контакты. Его первая полноценная поездка в Москву состоялась в 1963 году. И это был не протокольный визит. Знаете, как раньше писали? Стороны высказали одобрение политикой друг другу. Это долгое путешествие. Он побывал в Москве, в Ленинграде, в ряде других регионов. Он встречался с высшим руководством страны, с рабочими, со студентами, с военными, с руководителями предприятий. Для Москвы Фидель – это фигура не только необычная, но вообще-то и неудобная. Его же никто не назначил. Он не через аппарат пришел к власти, а через партизанскую войну. Это какая-то уже полузабытая модель из 1917 года. А для самого Фиделя Советский Союз одновременно и впечатляющий, и отталкивающий. Ну, конечно, страна поражает. Огромная индустриальная мощь, способность мобилизовать ресурсы, выстраивать сложные экономические системы. Но вместе с тем бюрократия, тяжелые все эти партийные ритуалы, огромная дистанция между властью и обществом. Фидель никогда не становился советским ни в культурном, ни в политическом смысле. Поездки Фиделя в Москву – это не поездки ученика к учителю. Это знакомство, это связи, это посмотреть модель, которую он рассматривал как опору, но не как образец для прямого копирования. Даже после Карибского кризиса, который, конечно, у Фиделя оставил болезненное чувство, что его судьбу решили без него, не разрывает отношения, Фидель делает трезвый вывод. Москва – это гарант выживания, но не источник политического смысла. И все следующие годы визиты Фиделя в Москву становятся регулярными, но характер их меняется. Показательным в этом смысле был визит Фиделя в 1972 году.
уже другой Фидель. Это не лидер осажденного острова начала 60-х. Это не какой-то там романтический партизан. Это глава государства, которое окончательно встроилось в социалистический лагерь. Куба в том же году вступает в СЭФ, и поездка носит подчеркнуто официальный характер. Переговоры, протокол, договоренности, фиксация союза. Но даже в этой максимально советской по форме поездки Фидель сохраняет дистанцию. Он подчеркивает: я союзник, но я вам не младший партнер. Он прекрасно понимает правила игры, экономические, дипломатические, военные, но он в этих правилах ухитрился не раствориться. Для Москвы это тоже сигнал. Куба надежна в нашей системе, но Фидель не вполне управляем и не вполне типовой для соцлагеря. Фидель понимает цену отношений, он умеет торговаться, он охотно выступает перед советской публикой, участвует в митингах, но сохраняет дистанцию. Митинги вызывают экстаз полный, особенно у московской молодежи. В общем, в сухом остатке Фидель человек, конечно, из советского лагеря, но человек не встроенный до конца в эту иерархию. То есть он не какой-нибудь там глава Болгарии. Его поездки в Советский Союз — это демонстрация союза, а не подчинения. Ну и понятно, что Москва к этому относится очень настороженно. Важно понимать одну вещь. Когда говорят, Куба стала социалистической и дальше просто копировал Советский Союз, это упрощение. В начале 60-х кубинская власть и кубинская компартия неоднородны. Внутри революционного лагеря постоянная борьба за внешнюю политику, за внутреннюю политику. По факту, в начале 60-х Компартия — это три компонента. Движение 26 июля, то есть, собственно, фиделисты, которые победили в партизанской войне. Во-вторых, это старая Компартия, Народно-социалистическая партия. Это довольно дисциплинированная структура, профсоюзы и так далее. И в-третьих, это революционные студенты, студенческий директорат. По своей природе это кто? Это такие мелкобуржуазные леваки. Где-то троцкисты, где-то уличные политики. Из этого слепили новую компартию. Но показательная деталь. Полноценный партийный съезд не проводился до 70-х годов. Первый съезд Компартии Кубы в 70-х. То есть партия вроде бы есть, государство вроде бы социалистическое, но по факту все это долго остается в режиме революционной власти, и никакой партийной машины нет. Более того, на Кубе в 60-е иногда коммунистов репрессировали. Самый знаменитый случай – дело фракции Анибаля Эскаланте. Этот человек занимал важное место в правительстве. Он вообще был ближайшим другом Советского Союза. Вы знаете, в чем его обвинили? Что он агент Москвы. Был так или нет, мы не знаем, документов в открытом доступе нет, версий существует много, легенд существует много, но по факту политический смысл конфликта понятен. Эскаланте – самый просоветский деятель кубинского руководства. Он сопротивлялся тому, что в Гаване воспринимали как несоветские вывихи, то есть собственную внешнюю политику. И здесь есть фон, который тоже обычно теряется. В начале 60-х что происходит в мире социалистического лагеря? Советско-китайский раскол. И для Москвы любая лишняя самостоятельность союзников выглядит опасно. Для Фиделя и Че Гевары Китай в тот момент не источник нефти и денег, Китай сам беден, а это альтернативная революционная традиция. Низовая, крестьянская, партизанская, без бюрократии. То есть ближе, чем Москва. И сам факт, что в Гаване на Китай смотрят не как на врага, а как на второй полюс внутри социалистического мира, Москва это все воспринимает нервозно. Москве нужно, чтобы Куба была не третьей позиции, а чтобы это был наш дисциплинированный союзник. А внешняя политика Фиделя в те годы строилась на очень простом принципе. Поддерживать революцию в Латинской Америке везде и всегда. Центральная Америка, венесуэльские партизанские движения, причем в самый неподходящий для Венесуэлы момент, когда там попытались восстановить демократию в 60-е. Далее, Че Гевара в Боливии, тоже звено. Это все элементы того, что в Гаване называют экспорт революции. По фиделевской логике это продолжение революции на всю Латинскую Америку. Начали на Кубе, построили везде. Но это в его представлении можно и даже нужно тратить все, даже если кубинский народ будет терпеть лишения. Возникает вопрос практический. А откуда ресурсы-то брались для такой политики? Своих ресурсов у Кубы нет.
Ресурсы, конечно, советские. Нефть, логистика, техника, деньги. Все через торговые схемы. И именно поэтому напряженность в отношениях Москвы и Гаваны была постоянной. Куба была политически самостоятельна, эмоционально, независима. Но всю эту независимость и эмоциональность оплачивали в Москве. История с Эскаланте кончилась жестко. Его арестовали, судили, репрессировали. Репрессировали часть коммунистов. В Москве на это отреагировали, мягко говоря, холодно. При том, что официально подписывали все как надо, и союз, конечно, сохранялся. Дополнительное раздражение от того, что Фидель постоянно продолжает свои шашни с Китаем. И это в условиях советско-китайского напряжения. То есть для Москвы все это выглядит как демонстрация. Я, ребят, вообще-то независимый парень. И это важно. Китай же не мог заменить Советский Союз, но использовался Фиделем как напоминание Москве: мы тут в Гаване не ваш филиал. Именно поэтому дружба с Китаем всех раздражала. Она была не про экономику, а про символику и право на собственный стиль революции. Дальше вылезает еще один пласт. Внешнеполитические кампании Кубы. Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Гренада, Никарагуа, Ангола. Ситуация там была устроена так, что Фидель своими действиями фактически заставил Советский Союз поддержать его постфактум. Москва вообще не горела желанием вмешиваться в ангольскую историю. Ангола находится очень далеко. Это все очень дорого. Фиделя никто не просил посылать туда войска. Никто не собирался устраивать всеафриканскую коммунистическую революцию. А Фидель отправил контингент. И уже там у Москвы появляется проблема. Ну это же союзник наш, он же отправил контингент. Мы же вроде как революцию поддерживаем во всем мире. Это же мы сейчас лицо потеряем, и стратегический провал будет. То же самое конфликт между Сомали и Эфиопией. Там путаница союзов, просоветские режимы и с той стороны, и с другой, жесткие военные власти. И Куба опять туда отправляет войска. Но ресурсов-то никаких нет. Как это все содержать? Нужно платить, нужно всех доставлять, нужно оружие всем поставить. Все это ложится на плечи Москвы. И в этом смысле такие кампании стоили Советскому Союзу огромных денег, сил, а впереди вообще-то был Афганистан. То есть обратите внимание, насколько Фидель опять грамотно действует. Подождите, мы же все тут, социалисты, правильно? Вообще в 17 году-то была идея мировой революции. Вот мы на Кубе, сделали революцию, скинули этих, плантаторов, диктатора, свергли. В русле того, что вы в Москве декларируете, только вы-то в Москве это декларируете, а мы конкретно помогаем нашим африканским братьям. Вы что, разве с нами не пойдете в эту историю? И, конечно, Москва выскочить не могла. Иначе как на заседании Варшавского договора объяснять потом полякам, ГДРовцам, венграм и болгарам, что, мы, конечно, вроде бы коммунисты и социалисты, но там рабочему классу Африки что-то помогать мы не хотим. Приходилось ввязываться. У нас будет большой выпуск про эти неизвестные войны. Потому что мы, к сожалению, мало чего о них знаем. И мы сейчас готовим очень большой материал на эту тему. В 70-е и 80-е китайский фактор работает иначе. После раскола социалистический мир не монолитен. Москва становится еще более чувствительна к тому, чтобы союзники по буфету не гуляли. Куба, который воюет в Африке на советские деньги, объективно все сильнее привязывается к Москве. И маневр в сторону Китая превращается скорее в риторику. Китай в эти годы — это отдельная большая игра. Но игра только на свой карман, а не на кубинский. Дальше 1974 год. Революция в Португалии. Распад португальской колониальной системы. Африканские государства получают независимость. Приходят прокоммунистические правительства. Ангола, Мозамбик. Туда начинаются интервенции из ЮАР. Возникает фактор Намибии. Отразить давление в ряде случаев удается именно кубинскими войсками. Начинается длинная, долгая гражданская война. И снова это очень дорого для Москвы. В 80-е отношения Гаваны и Москвы входят в новую тревожную фазу. Формально у нас прочный союз. Помощь, торговое взаимодействие, военное взаимодействие, политическое. Но на уровне ощущений и интуиции Фидель начинает чувствовать, а он прям политическое животное, что советская система входит в период распада. И это понимание приходит к нему раньше, чем к другим союзникам Москвы. Потом перестройка. В Гаване глубокий скепсис. Для Фиделя Кастро это выглядит не как обновление социализма, а как отказ от него под давлением
внешнего мира и внутренних противоречий. Его пугает даже не сама идея реформ, а их характер. Ослабление дисциплины, размывание идеологии, потеря управляемости. Он видит в этом не путь к спасению системы, он видит начало ее демонтажа. И на этом фоне в середине 80-х Фидель объявляет курс на так называемую ректификацию ошибок и негативных тенденций. Уже звучит абсолютно не в духе молодого Фиделя. По сути, это движение в противоположную сторону от московской перестройки. Отказ от рыночных стимулов, мобилизация логики ранней революции. Куба как бы инстинктивно готовит свой народ к худшему. Сейчас Москва все демонтирует, и жить нам будет очень тяжело. Важно подчеркнуть, это не разрыв с Советским Союзом, это не открытая критика. Фидель публично ничего не говорит. Но на уровне политического курса Гавана начинает расходиться с Москвой. Там, где Советский Союз пробует ослабить контроль, Гавана его усиливает. Там, где Москва ищет компромиссы с Западом, Куба говорит жестким языком автономии и сопротивления. И в этом смысле, удивительное дело, перестройка становится для Фиделя моментом стратегического одиночества. Он остается союзником Советского Союза, но все меньше верит в его долгосрочность. И именно это объясняет, почему крах СССР не становится для него внезапным шоком. Он психологически был к нему готов, хотя экономически подготовиться к этому было невозможно. Экономика Кубы, как я вам уже сказал, выстраивалась по большому счету за счет Москвы. А перестройка и развал Советского Союза для Кубы был шок. Это срезание огромной доминантной доли экономики. Причем кризис начинается еще до 91-го. С конца 80-х трещит соцлагерь, прекращаются привычные поставки. Есть даже образ, который любили журналисты. Фотографии президиума партийных съездов в Кремле. Знаешь, раньше впереди старцы политбюро, Брежнев, Черненко, Суслов, а сзади молодой Фидель, борода, военная форма, красавчик. А в конце 80-х впереди уже относительно молодые советские руководители, и сзади дед Фидель с огромной седой бородой. И картинка совпадает с фактами. В Москве начинаются поиски чего-то нового, а Фидель идет назад исправлять ошибки. Что это означает в понимании Фиделя? Возврат к военному коммунизму, ликвидация материального стимулирования, запрет рынка, распределение, все через государство, жесткая плановая мобилизационная система экономики. И все это приводит к проблемам еще до полного прекращения советских поставок. То нефть не привезут, то хлеба нет. А в Москве уже у нас дефицит. Ирония в том, что в этот же момент Китай идет в противоположную сторону, к реформам и к рынку. Куба наблюдает это со стороны, но психологически и политически Фидель выбирает не китайский поворот, а закручивание. Попытку «давайте мы переждем кризис», передаем его дисциплиной и распределением. Это потом аукнется. Соцстраны Венгрия, Болгария, ГДР начинают за свои поставки требовать доллары. Откуда на Кубе доллары? У них переводной рубль и клиринговая продуктовая система. Советские люди помнят кубинские зеленые апельсины, красную картошку от красной почвы. Но все это было в Москве. Потом-то это все прекратилось. Куба уперлась в тупик. С 91 года начинается полный швах. Нет бензина, нет продуктов, нет электричества, нет воды. Это называется особый период. Вот в тот момент, когда бывшие советские люди, а потом новые русские, начинают на Кубу приезжать. И вот все эти рассказы, что там за кусок мяса можно вообще живого человека купить. Еды нет, ничего нет. Вот эти знаменитые рассказы о том, что в магазинах в Гаване все по талонам, и есть закрытые резервации туристические, где, есть хотя бы курица. Символ того, и что происходило на Кубе в 90-е годы, когда вся эта подпитка, все эти торговые связи моментально рухнули. То есть остров, который весь зависел от поставок из социалистического лагеря, просто моментально погрузился в нищету. Но дальше парадокс. Фидель это переживает и делает шаг, который раньше выглядел для него невозможным. С середины 90-х он легализует доллар и вводит фактически двувалютную систему. Можно рассчитываться долларами. Оживает туризм, идут переводы от иммигрантов, появляются западные продукты, одежда, возникает рынок челноков, то есть экономика задышала. Туристический бум вытягивает Кубу вплоть до новых кризисов уже 21 века. И вот тут возвращается Китай. Но не как нищий маоист, не как революционный романтик, а как крупная держава,
которая умеет работать с подсанкционными режимами. Кредиты, инфраструктура, технологические поставки. Куба начинает смотреть на Пекин как на главный внешний костыль опоры. Китай в этом смысле становится не новым СССР, масштабы другие, логика другая, но в реальности Китай становится одним из партнеров, которые помогают Кубе дышать. Торговые проекты, техника, длинные деньги. И все это без лозунгов, никакого тебе маоизма, сухой расчет. Давайте посмотрим уже в этот момент не на систему, а на самого Фиделя. Не как на романтического бородатого революционера, а как на историческую фигуру позднего этапа. Это символ, это носитель памяти, это моральный капитал революции. Физически он уходит постепенно. Сначала редкие публичные появления, затем передача полномочий брату Раулю Кастро, болезни, долгий период молчания. Его все чаще видят не на трибуне, а в спортивном костюме, без военной формы, без привычной риторики, без многочасовых речей, а он мог по 4 часа говорить. Но его присутствие остается как последний аргумент, не юридический и даже не идеологический, а как легенда. Поздний Фидель Кастро — это человек, которого невозможно встроить в обычную логику постреволюционных режимов. Он не превращается в бывшего лидера, он не становится частным лицом, он не пенсионер системы. Он существует как точка отсчета. То есть любое серьезное политическое решение внутри Кубы неизбежно сталкивается с вопросом: а как это будет выглядеть по отношению к Фиделю? А что скажет Фидель? И здесь проявляется ключевая особенность Фиделя Кастро. Он не ассоциируется с личным обогащением. В стране, где люди прекрасно видят разницу между риторикой и реальностью, это имеет решающее значение. Его можно обвинить в жестокости, в ошибках, в догматизме, в упрямстве, но не в том, что он продал революцию или что он за счет нее обогатился. У меня родители очень близкой подруги работали на Кубе в 80-е и в 90-е годы. И вот они рассказывали историю, что вот, конечно, перегибы есть, конечно, там бедновато, но вот Рауль Кастро гоняет по Гаване на спортивных заряженных машинах. И вообще там он ведет богемный образ жизни. Еще там про кого-то что-то говорили, но про Фиделя такого не говорили никогда. Он остается человеком, у которого по большому счету ничего нет, кроме истории, которую Фидель прожил до конца. И это объяснение важного психологического феномена поздней Кубы. Люди будут критиковать Рауля, бедноту, аппарат, спецслужбы, дефицит, бытовые сложности. Но почти никогда никто не критиковал Фиделя напрямую. Он оказался как будто бы выведен за скобки текущей политики. Не потому что он безупречен, а потому что он источник легитимности этой системы, даже когда система трещит. При этом поздний Фидель уже не навязывает курс. Он скорее комментирует, размышляет, он пишет колонки, он встречается с Диего Марадонной, он реагирует на мировые события. Его интересуют глобальные сюжеты. Война, экология, кризисы, будущее человечества. То есть как будто бы это начинается не управление страной, а начинается разговор с будущим, с историей. И в этом тоже парадокс. Эксперимент, который Фидель запустил, во многом, конечно, неудачный. Куба не стала экономическим чудом, она не стала моделью для Латинской Америки, она не смогла избежать жесткой зависимости от внешних факторов. Но сам Фидель, как фигура, как бренд, не провалился. Именно поэтому после смерти Фиделя вопрос о Кубе все чаще формулируется не как «что он сделал правильно или неправильно», а как «почему эта фигура вообще возникла в 20 веке». После смерти Фиделя Куба впервые за десятилетия оказывается в ситуации, когда революция больше не имеет живого воплощения. Рауль Кастро – администратор, аппаратчик, менеджер. Он сознательно не пытается заменить брата ни харизмой, ни мифом. Он управляет страной как системой, а Фидель управлял страной как судьбой. И в этом принципиальное различие. Рауль начинает медленные, противоречивые реформы, разрешается мелкий бизнес, появляются самозанятые, как бы у нас сказали, легализуются небольшие рестораны, аренда жилья, парикмахерские, бытовые услуги, ноготочки. Государство не отказывается от контроля, но впервые признает очевидное. Централизованная экономика не способна прокормить страну в условиях санкций и отсутствия внешнего донора масштаба Советского Союза. Одновременно происходит важный сдвиг внутри элит. На первый план выходят военные. Не как репрессивные силы, а как менеджеры от экономики.
Именно армейские структуры контролируют значительную часть туристического сектора, логистики, портов, валютных потоков. Это создает специфическую модель. Формально государство социалистическое, внутри ключевые активы управляются военной корпорацией с рыночным мышлением. Не китайская модель и не советская модель, кубинская модель. После смерти Фиделя исчезает и последняя идеологическая страховка. Если раньше любые болезненные меры можно было оправдать именем революции и именем Фиделя, то теперь приходится как-то жить в реальности. А реальность жесткая. Низкие зарплаты, дефицит, изношенная инфраструктура, зависимость от импорта топлива, зависимость от импорта продовольствия. Молодежь больше не хочет жить в логике революционного мифа. Все в логике личных стратегий выживания. Это рождает новую Кубу. Не оппозиционную в классическом смысле, но и не мобилизованную. Люди меньше верят лозунгам. Никто не хочет открытого конфликта. Политическое недовольство выражается пока не на баррикадах, а в миграции, в уходе в частный сектор, в дистанции от государства. Это тихая эрозия, это не взрыв. Попытка нормализации отношений с Вашингтоном в эпоху Обамы дала краткое ощущение, что выход найден. Туризм вырос, появились ожидания, надежды, но затем маятник качнулся обратно. Санкции, давление, закрытие окон возможностей. Нормализация отношений между Кубой и Вашингтоном в середине десятых годов выглядела как исторический перелом. При администрации Обамы Вашингтон и Гавана восстанавливают дипломатические отношения. Открываются посольства, снимается часть ограничений на поездки, на финансовые операции. Для Кубы это редкий момент ощущения выхода из изоляции. Нас не сломали, мы как бы просто договорились. Для Вашингтона попытка сменить стратегию. Не давление, а давайте мы вовлечем ребят в нашу орбиту. Но, тем не менее, ключевые санкционные механизмы сохранились, поскольку их отмена — это решение Конгресса. Но символический эффект, конечно, был огромный. Быстро растет туризм, на остров приходят американские компании, европейские компании. Кубинское общество начинает ожидать постепенной нормализации жизни. Но этот период оказался коротким. Потом в Вашингтон пришла администрация Трампа, курс резко развернулся. Политика максимального давления возвращается в более жесткой форме. Ограничения на поездки, финансовые санкции, удары по нефтяным поставкам, возвращение Кубы в список государств-спонсоров терроризма. Логика очень простая. Либо уступки, либо удушение. То есть для Кубы это не просто потеря надежд, но это резкое ухудшение экономики. А все это на фоне внутренних проблем. Дальше администрация Байдена. Ожидания нового поворота вообще не оправдываются. Часть наиболее жестких мер сохраняется, какие-то точечные изменения, но не более. Внутриполитический фактор в США. Кубинская диаспора, прежде всего во Флориде, делает кубинский вопрос токсичным для любой разрядки. В результате отношения застывают в промежуточном состоянии. Это уже не конфронтация холодной войны, но это и не нормализация. Для Кубы 2020-е годы это неопределенность. США больше не рассматривают остров как угрозу, но, с другой стороны, совершенно не готовы к системному пересмотру политики. Давление сохраняется, целей ясной нет и никакого ясного выхода нет. Кубинское руководство, в свою очередь, не видит в Вашингтоне партнера. Колебания резкие, непредсказуемые, то вроде разрядка началась, то потом опять все закрутилось. В итоге американо-кубинские отношения в 10-е и 20-е годы — это маятник, без какой-то там конечной точки. Каждое сближение временное, каждая надежда превращается в безнадегу. И именно это делает стратегию опоры исключительно на отношения с Вашингтоном для Гаваны невозможной. Не из идеологии, а просто из опыта. Куба сегодня снова оказалась в привычной позиции между внешним нажимом и внутренними ограничениями. Разница лишь в том, что теперь нет фигуры, которая все это может цементировать. Фигуры Фиделя. И именно здесь Китай становится не идеологическим, а вообще структурным партнером. Он не обещает будущего, он не говорит о революции, он не требует никакой лояльности в символическом смысле. Он предлагает кредиты, технологии, инфраструктуру, торговлю ровно настолько, чтобы система не рухнула,
но и радикально не трансформировалась. Ну, по-русски говоря, поддержка выживания. Куба соглашается, ну и не от восторга, а просто альтернатив-то каких? Нет никаких альтернатив. Постфиделевская Гавана, постфиделевская Куба — это страна, поставленная на паузу. Революция завершена, новой модели нет, социализм — это скорее оболочка, государство контроль удерживает, но уже не вдохновляет. Общество, как и любое общество, приспосабливается, но в прорыв не верит. То есть это историческое ожидание, а не движение. И в этом смысле Фидель остается даже важнее, чем кажется. Пока он был жив, даже физически отсутствие, он определял горизонт. После него как будто бы горизонт исчез. Осталась история, память и вопрос, на который нет ответа. А что делать с революцией, когда она стала прошлым, с будущим, что с нами будет? Именно поэтому разговор о Кубе до сих пор невозможен без Фиделя. Даже тогда, когда речь идет о стране, в которой никакого Фиделя нет. Вот такая вот история Кубы. Непонятно, чем все это закончится. Стратегическая, геополитическая ситуация на Кубе. Хочется какой-то прогноз дать. Ну, какие прогнозы вообще можно давать в наше время, когда столько факторов, которые просто стол переворачивают любую секунду? Что называется, время покажет. Вот такая была история Кубы, такая была история Фиделя. Если вы хотите подробнее разобраться в карибском кризисе, у нас есть соответствующий выпуск. Если вы не видели наши выпуски о холодной войне, обязательно их посмотрите. Там Куба постоянно и Фидель Кастро, конечно, проходят главными героями. Спасибо за то, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч.